То есть мы вот по мере сил все эти 8 лет развивали и улучшали там нашу картинку, наш контент. То есть сейчас мы подошли к такой как бы черте и даже перешагнули, на мой взгляд, за нее, что те силы, которые у нас там финансовые есть за счет стартовых взносов команд и там каких-то наших, так сказать, добровольных пожертвований, то что там, ну, мы хотим что-то сделать, вроде можно, там, что понимаем, что это там такие-то деньги, и мы их можем позволить себе потратить, и мы это делаем. Но вот предел наступил, то есть дальше своими силами уже невозможно. То есть нужно там добавлять камеры в корзины, добавлять там больше камер под водой, чтобы... В чем как бы с подводного регби сложность для контента? Это супер интересно, если это показать красиво. Если показать, рассказать, чтобы было там с разных углов видно, чтобы можно было там в прямом эфире там другие игроки могли обсуждать. Чтобы вылезала графика действия, там, от да. игрока, прям линия с подписью. Нужен качественный контент, который будет доносить суть происходящего, который интересно, но ее просто не видно. То есть вот мы дошли, уперлись в такой потолок, который нам нужно сейчас пробить и пойти дальше, то есть выйти на уровень, там, больше камер. У нас сейчас вот работает трансляции, которые вот идут на точке отрыва, которые идут в прямом эфире у нас на YouTube-канале. У нас работает 17 человек в команде. То есть, в принципе, для телевизионной команды это, в общем-то, очень такой скромный набор сотрудников, которые выдают получается, за 2 дня 15 часов контента. 15 игр по часу, то есть полных там, с хайлайтами, с интервью, с комментариями, с какими-то там... С видеоповторами. С видеоповторами, совсем. То есть это огромная работа. Люди работают, по сути, 3 дня по там, 14-16 часов в сутки, чтобы этот контент создать. И там это, можно сказать, что они получают какие-то оклады за это, но это минимальные вообще. То есть просто... У меня в голове не складывается 2 половинки успеха. С одной стороны, вы всегда очень настроены так скептически, там, денег нету, в общем, мы все умрем, как говорится, да, но при этом вы не просто продолжаете этим заниматься, это такой мазохизм. Денег нет, мы все умрем, сейчас звучит очень актуально. Ну, понятное дело, что все это шутка, да, но как бы умрет вид спорта, и при этом вы постоянно продолжаете этим заниматься. Все время новые вызовы для себя ставим, понимаешь? Развалилась русская команда, стали многонациональную международную команду собирать. Антону тяжело там из года в год Евролигу эту организовывать, но он все время находит для себя какие-то новые вызовы к каждому сезону. А в этом сезоне мы введем 2 дополнительные камеры, и жизнь перевернется. Это такой авантюризм, я бы это так назвал. Это не мазохизм, это такой... Ну, это жизнь, больше авантюрная история. Все время нужна какая-то цель людям. Мы ото дня в день просыпаемся, нам хочется ставить какие-то цели, идти к ним, а так просто сложить лапки и отползти, это точно не наш выбор. Я всегда сравниваю, мы оба предприниматели с Антоном, и Евролига как любой стартап. Ты можешь идти пешком до Парижа 8 лет, а можешь сесть на самолет и долететь как бы за несколько часов. Собственно, инвестиции в стартап, в спорт, в молодую лигу, они для этого и делаются, чтобы пройти вот этот путь от местечковой полупрофессиональной команды до профессиональной команды, которая транслирует и может отдавать свой сигнал там, на Евроспорт, куда угодно. Вот из-за этих инвестиций. То есть оно замкнуто.